Всем привет! Сегодня посмотрим правила въезда в Дубай в 2021 году. Я буду смотреть на сайте travelata.ru самые свежие актуальные данные. Можно посмотреть, куда можно поехать. Нас сегодня интересуют Арабские Эмираты, город Дубай. Здесь указана и стоимость средняя, когда лучше ехать, сезон с сентября по декабрь, с марта по май. Температура летом 40 градусов, средняя температура в сезон 24-30 градусов. Виза оформляется по прибытии. Ограничения по въезду. Для въезда в страну всем туристам потребуются результаты отрицательного теста ПЦР. Давайте посмотрим подробные требования по въезду. Подготовка к вылету. Сроки актуальности справки не ранее, чем за 72 часа до вылета. Особенности справки. Необходимо перевести результаты скрининга на английский. Справка об отсутствии коронавируса должна быть в печатном виде. Цифровые копии не принимаются. Имейте в виду. Вместе с лабораторией Lifetime дарим скидку 10% по промокоду Travelata. Ссылку на сайт Travelata оставлю в описании под этим видео. Если вы переживаете, что ваш ПЦР-тест окажется положительным, то вы можете приобрести медицинское страхование «Отмена поездки плюс». Страховку я оформляла, когда я покупала тур в Турцию. Страховка на двоих у нас вышла 2500 рублей. Сумма не очень большая. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не обязаны проходить тестирование. Нужно будет заполнить форму. Какая форма, тоже можете посмотреть на сайте Travelata. Форму декларации о состоянии здоровья можно распечатать заранее или же взять на стойке регистрации в аэропорту. Форма распространяется на все категории граждан и должна быть передана при регистрации на любой рейс в Дубай. Обязательно нужно скачать на смартфон специальное приложение с функцией безопасного отслеживания. Оно поможет выявить контакты с зараженными лицами и отправить сигнал в медучреждение для оперативного оказания медицинской помощи. Также ссылки есть. Можно скачать приложение на iOS и также на Android. Загрузить приложение из Google Play Store или из Apple App Store и зарегистрироваться в нем перед поездкой в Дубай. Во время полета, согласно требованиям авиаперевозчиков, во время полета пассажиры должны находиться в защитных масках и не покидать место, указанное в билете. По прибытии. По прибытии в аэропорт Дубая на паспортном контроле необходимо предоставить заполненную форму. После прилета в Арабские Эмираты туристов попросят поставить мобильное приложение на базе Android и iOS. И нужно будет в обязательном порядке сдать повторный тест на отсутствие COVID-19 уже на территории самого государства. Тест проводится бесплатно. В течение 24 часов результаты теста будут посланы на мобильное приложение. До их получения нужно будет самоизолироваться в отеле. Часто результаты приходят в течение 4-6 часов. В случае отрицательного результата теста турист может свободно перемещаться по отелю и Эмирату. Если результат ПЦР-теста, сделанного в Дубае, окажется положительным, турист должен соблюдать изоляцию в течение 14 дней. Варианты изоляции включают карантин в отведенных для этого гостиницах, апартаментах или в больнице, а также другие альтернативы в зависимости от состояния пациента. Турист полностью несет расходы на лечение и изоляцию в случае заболевания COVID-19, поэтому путешественникам рекомендуется приобрести страховой полис с покрытием COVID-19. Но это только рекомендация, то есть это не обязательно. Ограничения. Крытые объекты, включая кинотеатры, развлекательные и спортивные объекты, продолжат работать с максимально 50% загрузкой и с усиленными мерами предосторожности. Количество посетителей, допускаемых в торговые центры, а также количество гостей в отелях, бассейнах и на частных пляжах в отелях будет ограничено 70% от общей вместимости объектов. Рестораны и кафе должны закрываться к часу ночи. Бары останутся закрытыми. Инспекционные кампании по строгому соблюдению действующих протоколов, включая физическое дистанцирование и ношение лицевых маск, продолжатся. Перед обратным вылетом из Арабских Эмиратов, не позднее 60 минут до завершения регистрации на обратном пути исследования в Российскую Федерацию, все граждане Российской Федерации должны заполнить анкету, пребывающего на сайте ЕПГО в электронном виде. Ссылка на сайт также есть на сайте Travelata по возвращению в Российскую Федерацию. Подробнее ознакомиться с правилами возвращения туристов в Российскую Федерацию можно здесь, то есть также есть ссылка на travelata.ru.
Обращаем ваше внимание, что правила не являются окончательными и могут быть изменены принимающей стороной. При корректировках правил въезда travelata.ru или принимающая компания по необходимости оповестит туристов отдельными email-рассылками. Также вы можете уточнить информацию самостоятельно. Если вам интересно, давайте посмотрим, какие есть правила возвращения туристов в Российскую Федерацию и самоизоляция COVID-19. Правила возвращения туристов в Российскую Федерацию и самоизоляции COVID-19 с 30 июля 2021 года. По возвращению в Российскую Федерацию на регулярных и чартерных рейсах с зарубежных курортов действуют правила. Для граждан Российской Федерации по завершению отдыха не позднее 60 минут до завершения регистрации по возвращению в Российскую Федерацию необходимо заполнить электронную анкету прибывающего на портале госуслуг. Ссылка для заполнения анкеты есть на сайте Travelata. С 20 июля 2021 года для прибывающих в Москву, аэропорт Шереметьево и другие регионы, кроме Санкт-Петербурга, анкета должна быть распечатана на одном листе с двух сторон. Анкета включена в пакет документов по туру. Альтернативный вариант заполнения – бумажный вариант, заполненный на борту воздушного судна. Просим иметь в наличии ручки для заполнения анкеты. Анкета передается сотрудникам Минздрава после получения багажа. Исключение: в аэропорт Шереметьево необходимо предоставить до получения багажа. По прилету в Российскую Федерацию невакцинированным туристам в обязательном порядке потребуется сдать один тест ПЦР COVID-19 не позднее 3 календарных дней, включая дату прилета, включая детей с 0 лет. На время ожидания результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Невакцинированные, вакцинированные и переболевшие туристы должны в обязательном порядке загрузить данные результата ПЦР COVID-19, сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании COVID-19 на портале госуслуг не позднее 4 календарных дней по факту прохождения границы. Штрафы за несоблюдение режима правил возвращения устанавливают компетентные органы Российской Федерации. Также есть информация иностранным для Российской Федерации гражданам. Может потребоваться виза в страну, выбранную по туру в зависимости от страны гражданства, а также виза для возвращения в Российскую Федерацию. Информация о правилах въезда уточняется туристами самостоятельно. Повторный тест на обратном пути исследования может потребовать авиакомпания. Основным документом прохождения границы Российской Федерации является оригинал ВНЖ, свидетельство о заключении брака с гражданином Российской Федерации или паспорт Российской Федерации. Финальное решение о пропуске в Российскую Федерацию будет принимать пограничный контроль. С 10 июля 2021 года для пересечения границы Российской Федерации потребуется отрицательный результат ПЦР COVID-19, полученный не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию, с обязательным наличием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Ссылки для скачивания приложения «Путешествую без COVID-19» на iOS и на Android есть также на сайте Travelata. Если у вас появятся вопросы, на сайте Travelata есть чат, то есть можете написать менеджерам. Отвечают они очень быстро, среднее время ответа менее 5 минут. Вот это мои сообщения, с кем я уже общалась до этого. Если у вас какие-то вопросы появятся, напишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, поставьте лайк. Путешествуйте, радуйтесь жизни. Всем пока-пока!